чуть свет уж на ногах. Доброе утро, дядюшка. О чем задумалась? Так, силюсь понять послание. Как ты думаешь, а дух может обладать тем же уровнем интеллекта, которым он был наделен при жизни? Ну, видишь ли, я затрудняюсь ответить на этот вопрос однозначно. Первый раз в жизни у меня такое. Дух показывает мне символ, разгадать который я не могу. А вчера он нас повел на место, где мы обнаружили неизвестного. А значит, он отчаялся и перешел от символов к действию. Что ж тут непонятного? Я думаю, орудовал обычный вор. Все у вас обычно и обыкновенно, Антон Андреевич. Ну а кто? Прислуга разъехалась, дом опечатан. А пусть городовые на всякий случай осмотрят дом, не пропал ли чего. Да. Господа хорошие, хозяин дома, али отбыл, куда Макар телят не гонял. А то у меня письмецо для него. Давай-ка его сюда, я передам. Давай, давай, мы из полиции. Благодарю. Любой другой отец на моем месте давно бы проклял тебя. Но я желаю тебе счастья. Это Нейля, дочь Экзамапа. Посмотри, какая красавица. И нрав у нее добрый. Она будет тебе хорошей женой. Отец, не надо. Да будь ты проклят со своим ослиным упрямством, Арслан. Убирайся в свою комнату. Будешь сидеть там, пока к тебе не вернется разум. Завтра же поедешь в Рыбинск к Наталье Парменовне. Никуда я не поеду. Ну как же ты не понимаешь, что нельзя тебе оставаться в городе опозоренной? Нет, на мне никакого позора. Хорошо. Если не желаешь к тетке, будешь сидеть дома в заперти. Здравствуйте, Мария Евментьевна, Борис Павлович. Анна Викторовна, как хорошо, что вы заглянули. Может, хоть вы ее образумите? Игнатий, это уже слишком больше денег ты не получишь. Оставь меня в покое раз и навсегда. Да это шантаж. Чистой воды. И новый мотив для убийства, Яков Платонович. А кто отправитель? Обратного адреса нет, только инициалы ВС. Чрезвычайно любопытно читать письма, адресованные покойникам. Да, теперь уж господин Брызгалов оставит в покое этого БС. Зато мы не оставим. Ну что же мне для тебя сделать? Тут уже ничего не сделаешь, Анна Викторовна. Без Арслана Али я жить не хочу. Тише, перестань. Что ты говоришь? Да все впереди. Все еще 100 раз переменится. А вы записку сможете ему передать? Смогу. Это последняя. А что в доме? Мебель передвинута, зеркало разбито. Вероятно, по неосторожности. Из ценных вещей ничего не пропало. Смею предположить, что наш вчерашний визитер искал что-то особенное. Ну, может, то письмо и искали. Вероятно. Нельзя отрицать. Яков Платонович, взгляните. Кто это? Брызгалов. Да нет. Кто второй на фотографии? Богдан Савельев, затонский купец. У него еще дом там с балюстрадой.
Езжайте-ка к нему, нужно выяснить, что за дружбу он водил с Брызгаловым. Письмо не забудьте. А я к Косяровым наведаюсь. Нужно выяснить, кому они продавали в последнее время свои конские сбруи. Ну что, Алексей Егорович, есть у вас сведения какие-нибудь для меня? За весь день Виктор Иванович был только в суде и в кондитерской на Полковой улице. В котором часу это было? Около 5. А домой он вернулся к полуночи. Марья Тимофеевна, должен вам признаться, я упустил его. Задремал на солнышке. Я вижу, вы еще тот сыщик. Надеюсь, он вас не заметил. А вот это совершенно исключено. Я обещаю исправиться. Я полагаюсь на вас. Их благородие, начальник сыскного отделения пожаловали. Здравствуйте, Богдан Силыч. Антон Андреевич, чем обязан? Случилось несчастье с одним вашим приятелем. Убили недавно господина Брызгалова. Дело в том, что он мне давно уже не приятель. Но раньше ведь вы приятельствовали. Было дело. А чего же, перестали? Да просто перестали и все. Люди, знаете ли, меняются. А у меня есть основания полагать, что он вас шантажировал. Это ведь вы писали? Я отпираться не стану. И как давно это началось? Несколько лет назад. Я, правда, думал, что рассчитался с ним тогда, но пару недель назад он снова стал требовать денег. Если бы люди только знали, как это опасно потакать шантажистам. Но это уж позвольте мне самому решать. Разумеется. Так что, он назначил вам встречу? Нет. Прислал письмо, требовал 400, велел оставить их в условленном месте. И я все исполнил. Но неделю спустя он снова написал. Да, и вы ответили, что? Что денег он больше не получит. Мы прочитали это в вашем письме. Оно задержалось на почте и попало к нам уже после смерти Брызгалова. Сохранились ли у вас письма, старые письма с требованием денег? Да, вот одно осталось. Игнат, надо сказать, с годами стал писать куда грамотнее, чем прежде. Угу. А где вы были 3-го дня и вчера ночью? Дома. Интересно. И что, кто-то может это подтвердить? Разумеется. Жена, дочь, прислуга на худой конец. Ну что ж, не стану отнимать ваше время. Всего доброго. Царь Эдип, Персей и Гаргона. Иван Грозный убивает своего сына. Отелло. Отелло и Дездемона. Браво, браво. Обожаю шарады. Ну, теперь ваша очередь. Наша? Ваша. Анна Викторовна. Я готова. Как он мил, этот ваш Клюев. Дай бог все устроится. Тьфу-тьфу, Саша, не сглазь. Так, что будем представлять, Ромео и Джульетта или тоже старого? Андрей Петрович, я хотела вас попросить. Говорите. Марфа Муромова передала письмо для Арслана Али. Но мое появление в доме Кайсаровых вызовет подозрение. Вы могли бы сходить к ним под предлогом того, что лошадь хотите купить, и незаметно передать юноше письмо. Ну, разумеется, передам, конечно. Конечно. Честно говоря, мне очень жаль эту влюбленную пару.
Что поделаешь? Мир всегда несправедлив к влюбленным. Да, но мы ведь это можем исправить. Не так ли? Прошу. Это все ваши покупатели? Все. Все за последние 3 месяца. А что? Надо больше? Да нет, вполне достаточно этого. Угощайтесь. Благодарю. Как ваш сын? 2 дня от еды отказывается. Уж не знаю, что и делать. Вы же с ним полегче. Вы вот этого помните? Влас Степанов. Но не можете не помнить, он у вас сбрую неделю назад покупал. Не, так сразу не припомню. Да он первый раз у меня покупал. Интересно, а почему именно у вас? Потому что у меня лучший товар в городе. Он недавно вернулся из тюрьмы, отсидел за убийство и находится у нас в списке поднадзорных. И лошадей у него нет. Вы думаете, это он мог удавить господина Брызгалова? Не исключено. Могу я его забрать? Влас Степанов, открывайте! Откройте дверь! Окружите дом! Стой! Стой, Влас! Стой! Ты не допрыгнешь до следующей крыши. Или больница, или участок, но после больницы все равно участок. Доброе утро. Я так мало спала сегодня. Кофе горячий? Конечно. Виктор Иванович, вас посыльный спрашивает. Меня? Да. Извините. Что за посыльный? Торт принес из кондитерской на Полковой. Иди. Что-то случилось? 1 минуту. Иди. Дамы. Машенька. Столько лет. Ты наполняешь мою жизнь любовью и счастьем. Главное, смыслом. Боже мой. Витенька. Но, ради бога, простите меня, мои дорогие, но, к сожалению, я должен бежать. У меня куча дел в городе. Кондитерская на Полковой. Что? Кондитерская на Полковой. Невиновен? Видали невиновного? А чего ж ты дверь не открыл? Чего убегал, а? Чего ты бежал? Испужался. А купца второй гильдии Игнатия Брызгалова душить сбрую не испужался? Какой еще сброй? Конской! Какого купца? Да то, что ты у татарина по фамилии Кайсаров купил. Читай, коли забыл. Читать умеешь? А что я-то? А не все эти вот остальные. Ты? Так ты один из всех лошадей не держишь. Не работаешь нигде. Сбрую тебе зачем?
Отвечай. Ладно, признаюсь. Я убил. Ну почему? Какие причины? Господин Савельев велели, я и убил. И что он тебе обещал? Сколько заплатил? Работу дать обещал. Угу. А как ты мог знать, что Брызгалов не в своем доме ночевать будет? Откуда мне было знать? Это я спрашиваю, откуда ты знал? Савельев сказал. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Петрович Клюев. Я недавно в городе, мне сказали, у вас лучшие рысаки. Все так и есть. Желаете осмотреть? Милости прошу. У нас, милостивый государь, не только рысаки лучшие в городе, но еще и упряжь, сбруи, седла. Если хотите, можно совершить проездку. Антон Андреевич, в чем дело? Почему меня притащили сюда под конвоем, как преступника? Я требую объяснений. Богдан Силыч, нам удалось задержать беглого каторжанина, некий Влас Степанов. И он признался в убийстве Брызгалова. Поздравляю, господа. Но при чем же здесь, собственно, я? Так Степанов показал, что сделал это по вашему наущению. Но он лжет. Это неправда. Однако у вас был мотив. Брызгалов вас шантажировал. Вы сами мне об этом говорили. Кто меня за язык дергал. А теперь я пропал. Но поверьте мне, я не просил убить Игнатьева. Он, конечно, был мерзавцем, но я же не убийца. Ваш свидетель врет. Признаться, я и не ожидал сиюминутного признания. Арестованного уведите. Хороший рысак. Самый лучший, да? Ладный рысак. И цена нравится, да? Цена нет. А? Азартный покупатель. Поторгуемся. А? Половину, не больше. Благодарю за чай. Всего доброго. Андрей Петрович, я дам к нему вам лучшую сбрую. Совершенно даром. Сейчас покажу. Сейчас. Никак не могу понять, Яков Платоныч. Если Савельев задумал убить Игнатьева, зачем он отправил ему письмо? Это ведь улика против него. Ну да, вы правы. Странный поступок. Как всегда, любезно прошу тебя, дружочек мой сердечный, оставить мне 400 рублей в том же месте, что и прежде. Марфенька, ангел мой, брошку тебе посылаю, кого люблю, того дарю, любовь моя к вам. Есть большая и будет навсегда, дружочек мой сердечный. Антон Андреевич,
Вам не кажется, что эти письма написаны разными людьми? Андрей Петрович, здравствуйте. Ваше поручение исполнено. Ромео получил письмо от своей Джульетты. Благодарю вас. Не стоит благодарности. Мне было приятно помочь несчастным влюбленным. Вы слыхали, убийца Брызгалова разоблачен? Да? Им оказался некий Савельев, здешний купец. Брызгалов шантажировал его, и тот нанял бывшего каторжника его убить. Удивительно. Вы находите это странным? Нет, я просто задумалась о своем. Знаете, Андрей Петрович, у меня сегодня еще ночное дежурство. Я пойду, извините меня. До встречи. До встречи. Что вам от меня нужно? Прекратите. Знаете что? Вы мне надоели. Хватит! Скажи-ка мне, любезный, ты давно здесь работаешь? Ну, однако же 7-й год. Платят справно? Справно, барин, справно. Ну, маловато. Скажи, а вот господина, который только что здесь прошел, ты раньше видел? Видал. Он сюда по делу каждый день приезжает. Играет он здесь? Не, он здесь другие радости вкушает. К барышне он есть. И платит за ее квартиру. А что пациент из 5-й палаты? Он уже уснул? Да, уколола морфин, он уснул. Вот славно. Надо и вам отдохнуть. Поздно уже. Доктор, доктор, скорее! Что случилось? О, Господи! Носилки несите! Спасите, умоляю вас. Давайте, давайте, давайте! Вены порезала. Она потеряла очень много крови. Доченька моя. Пойдем. Доктор, прошу вас, единственную дочь, умоляю вас, спасите ее. Я сделаю все, что смогу. Доктора! Что случилось? Носилки! Анна Викторовна, будьте добры к камфору. Иду, доктор. Александр Францевич, как думаете, вытащим?
Они, конечно, крови много потеряли. Но они молоды, полны сил. Будем надеяться. Что тут произошло? Я из дома не выходил, стерег его. Да не углядел, вот. Кто-то записку передал. Любимый, вместе нам не быть. Помнишь нашу клятву? Бог даст на том свете. Встретимся в полночь, в среду. Навсегда твоя Эмма. Подписала ваша дочь? Да, это ее рука. Что с ней? Ваша дочь жива. Но ей нужен полный покой, она останется в больнице. Спасибо вам, доктор. Спасибо. Мой сын. Ваш сын тоже жив, он пришел в себя. Что-то не так? На что вы смотрите? Кажется, я понял. Марфа. Где Марфа? О чем ты думаешь, сын? Открой глаза. Взгляни на меня. Священника. Ты хотел сказать Мулу? Нет. Священника. Я христианин. Ты мне больше не сын. Я прошу вас уйти. Больному нужен покой. Сынку, брак меня заколол им. Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Благодарю вас. А вы знаете, что с Арсланом Али? Он жив и идет на поправку, так что не стоит беспокоиться. А вот у меня к вам серьезный разговор. Вы вымогали деньги у господина Савельева. Не отпирайтесь, я знаю, что это так. Неплохо поделали почерк. Ошиблись пару раз. Написали букву «Д» по-своему. Загнули вниз, а не вверх. Так случается, это привычка. Но как вы узнали, что господин Брызгалов когда-то шантажировал Савельева? Я вам все расскажу. Наливочки не желаете, любезная Марфа Борисовна? Я не пью. Мне пора идти. Останьтесь. Еще минуту побудьте. Так и быть. Что, и вправду меня так сильно любите? Разум теряю, Марфа Борисовна. Я ведь сперва думал, что по расчету женюсь из-за связи вашего папеньки, но теперь… Так ведь и я, Игнатий Петрович, за вас и за денег иду. Я вашей любви добьюсь, вот увидите. И нужды вы со мной знать не будете. Я-то дела вести умею, не чита вашему папеньке. Знаете, как я деньги на свое дело добыл? Он сильно напился и начал рассказывать о том, как шантажировал своего приятеля Савельева. Подделал векселя 5 лет назад, а потом деньги стал вымогать.
А когда Савельев обосновался в Затонске, вы решили написать ему от имени Брызгалова. Ну так он же заплатил вам один раз. Вам было мало? Мне нужны были деньги. И вам казалось, вы нашли легкий способ добыть их. Но только одного вы не учли, что Савельев решит раз и навсегда покончить с шантажом и убьет вашего жениха. Вы об этом подумали? Обо мне кто-нибудь подумал? Отец знал, что я люблю другого. Но он принуждал меня выйти за Брызгалова. Дела хотел свои поправить, торговал мною. И поэтому мы решили бежать с Арсланом Али. Где нам было денег взять? Мне искренне жаль вас. Марья Тимофеевна, вы сегодня необыкновенно хороши. Благодарю вас. Что случилось? Почему вы так срочно хотели видеть меня? Понимаете, тут такое дело непростое, я даже не знаю, как начать. Не пугайте меня. Я хотел бы вам предложить тему для нового очерка. Развод в наши дни. Развод? Но он невозможен, за исключением редких случаев. Зачем писать о нем? Так вот, вы эти случаи изучите. Право, я не знаю. Я подумаю, Алексей Егорович. Кстати, я хотела попросить вас. Не нужно больше следить за моим мужем. Это нехорошо. Я согласилась, не подумав. Как прикажете. Благодарю вас. Как это? Как это ты берешь обратно свои показания? И что это значит? Да неохота мне в тюрьму. Дома я был в ту ночь. Подтвердить есть кому. Проверим. А зачем ты Савельева оговорил? Отомстить хотел. Я на него батрачил всю весну. А он мне после не заплатил. Наказал гниду. И будет с него. Уводите. За клевету все равно в подсуд пойдешь. За клевету срок небольшой. Савельева нужно отпускать. Получается, он не виноват. Но и дело опять не раскрыто. Господин Трегубов будет недоволен. Вы ему и доложите. Да, Марфа Борисовна, натворили вы дел. Но с учетом вашей юности и страстной любви суд вынесет наиболее мягкое решение. Слава Богу. Я берусь защищать вашу дочь и бесплатно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Виктор Иванович. Век буду ваш должник. А если вдруг тюрьма? Ну, я надеюсь, до этого дела не дойдет. Скажите, а вы обручились с Марфой Борисовной? Мы Арслана Али приютили на время, ведь родители отреклись от него из-за перехода в православную веру. Ну, это весьма благородно, но как вы представляете свою жизнь? На что собираетесь существовать? Я буду поступать в Казанский университет и учиться на инженера. Он сам прошел гимназический курс. Ну, это, конечно, достойная цель, Марфа, но ты намереваешься 4 года ждать жениха? А зачем ждать? Я поеду в Казань. Со своим мужем. С мужем? Мы обвенчались в Слободке. Ну, дай бог. Дай бог. Что суждено, тому не виноват. Так, отец, неси образ, благословлять будем. Ну, господа, смотрю, дела ваши нехороши.
Если вы имеете в виду следствие, Николай Васильевич, то оно движется к своему завершению. Вы что-то знаете, что не знаю я? Мне кажется, Антон Андреевич хочет сказать, что проверка каждой гипотезы приближает нас к истине. Именно так. Что это у вас? Список покупателей господина Кайсарова. Одного подозреваемого мы уже проверили, а у остальных связей с убитым не прослеживается. Позвольте полюбопытствовать. Что это? Господин Брусницын до сих пор сбрую Затонский покупает? Да-с. Он же 3 месяца как живет в соседнем уезде. Я этого не знал. Откуда вам знать? Вы же с ним не обедали и на бильярде не играли. Стало быть, он переехал? Ну, купил дом побольше и переехал. И пишет, что на новом месте у него свой коневод имеется и совсем не дурной. Это любопытно. Позвольте. Фрол, работник от Брусницына. Купил сбрую в день убийства Брызгалова. Неспроста. Неспроста, господа. Я думаю, вам нужно поскорее выяснить, почему это Брусницын своего Фрола за 3-9 земель за сбрую посылал. Сделаем. Честь имею, господа. Я пришла проведать Марфу Борисовну. Изволю ее позвать? Барышня велели запрячь, и уж как час уехали с супругом. С супругом? С супругом. Могу позвать Марию Евментьевну, она после обеда отдыхает. О, нет, не стоит. Я просто хотела осведомиться о состоянии Марфы Борисовны. Ну, если она уже в разъездах и с супругом. А что это такое? Это подарок от бывшего ухажера Марфы Борисовны, господина Рысакова, кажется. Извините, пожалуйста. Скажите, а господин Штольман? У меня очень срочное к нему дело. Господин Штольман поехал к Кайсаровым. Ага. Извините. Арслан, а если он не захочет тебя видеть? Я позову его на свадьбу, а там уже пусть сам решает. Подожди, я скоро. Вы можете описать этого Фрола? Не, я его не запомнил. От Брусницына обычно Макар приезжал, а Фрол, он, наверное, новый конюх. Я его раньше не видел. Отец. Зачем ты сюда пришел? Ты мне больше не сын. Убирайся отсюда! Давай поговорим. Спокойно. Помогите! Скорее, на помощь! Стой! Арслан. Так это ж Фрол.
Вы у меня о нем спрашивали? Не многовато ли преступлений для одного человека? Зачем вы пытались похитить госпожу Муромову? Госпожу Кайсарову. Доченька, иди ко мне. Вам знаком этот человек? Да, я его прекрасно знаю. Он сватался ко мне год назад, а я отказала. Я любил тебя. Любил и люблю. Все равно ты будешь моей. Спокойно, спокойно, сударь. Стало быть, причина всех ваших преступлений от страстной любви. Вы задушили господина Брызгалова. Сбруи, которую купили у господина Кайсарова, для того, чтобы навести подозрение на его сына, так? Я должен был избавиться от них обоих. Тогда Марфа была бы моей. А без нее мне жизнь хуже каторги. Когда там окажетесь, тогда и будете делать выводы. Сейчас скажите, как вы узнали, что господин Брызгалов останется ночевать у Муромовых? А когда идея с люстрой провалилась, я понял, что он в столь поздний час назад один не пойдет. А зачем вернулись в его дом пару дней назад? Что искали? Не это ли? Я потерял. Я все потерял. Верните хоть это. Андрей Петрович, если бы вы знали, как я счастлива от того, что эта история так хорошо закончилась. Как подумаю о том, что они могли погибнуть из-за меня. Вы ни в чем не виноваты. Если бы не передали эту записку, они бы не были бы вместе. Ну, это правда. Можно кое-что вам сказать? Конечно, я вас слушаю. Я люблю вас. Я не думал, что со мной это приключится, но вот приключилось. Вы женщина, о которой я мечтал всю свою жизнь. Мне не нужна ни кухарка, ни наложница. Только подруга, которая была бы ровнее мне. Я знаю, что вы не любите меня, но мы сделались друзьями. Мы понимаем друг друга, смотрим на вещи одинаково, и это немало. Я прошу вас, будьте моей женой.